Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео продолжим работу в верстаке PartDesign, и я расскажу вам про инструмент линейный массив. Создаем новый проект, добавляем тело, создаем эскиз. Выбираю плоскость XZ, нажму на ОК, добавлю сетку, беру инструмент создать линию по точкам. И выполняю контур нашей детали. Ограничиваю размеры инструментом. Размер. Поставлю расстояние ровно 6 дюймов. Высота пусть будет 1,50 дюйма. Вот так. Закрываю. Использую инструмент выдавливания. Поставлю длину. В нашем случае это толщина нашей детали 0,45 дюйма. Окей. Выбираю эту грань. Создаю эскиз. Беру сетку. Выбираю инструмент создать круг по центру. Увеличу деталь. Наш эскиз. И ограничу диаметр. Диаметр отверстия будет 0,25 дюйма. Окей. И теперь при помощи инструмента ограничения положения ограничу центральную точку отверстия. Все, с этим готово. Закончили. Закрываю. Выбираю инструмент карман. Тут наше отверстие, но оно не сквозное. Добавим длины. Теперь оно сквозное. Все. Жму на ОК. Выбираю отверстие, выделяю его мышкой. И нахожу в верхней панели инструмент создать элемент линейного массива. Линейный массив. Кликаю левой клавишей. Так. Общая длина, смещение. Я уменьшу расстояние. У меня будет расстояние между центрами отверстий 1 дюйм. И отверстий будет 6. Жму на ОК. Наша деталь готова. Закрываю. Сохранять не буду, она мне не нужна. Чтобы закрепить материал, повторим эту работу, только практически с такой же деталью. Немножко я ее изменю. Также я создал эскиз, прошу прощения, проект, добавил тело, создаю эскиз, плоскость XZ, ОК,
Выбираю сетку. В этот раз я возьму инструмент центрированный прямоугольник. Ограничиваю его размеры по горизонтали. Возьмем 3,5 дюйма. И по вертикали 3,5. Окей. Наш квадрат ограничен. Закрываю. Немножко уменьшу. Выдавливание. Поставлю 0,45 дюйма. Жму на ОК. Выбираю грань. Создаю эскиз. Использую инструмент создать круг по центру. Ну, пусть будет 0,40. Ограничиваю диаметр. Окей. И ограничением положения ограничиваю центральную точку отверстия, ну, нашей окружности. Все, я с этим справился. Закрываю. Использую инструмент отверстие. У нас был диаметр 0,40. И здесь стоит длина 0,98 дюйма. Это длина больше толщины нашего прямоугольника, так как его толщина всего лишь 0,4 дюйма. Все, отверстие сквозное. Жму на ОК. Опять выделяю отверстие. И в очередной раз используем инструмент линейный массив. Количество событий, то есть количество отверстий у нас пока 2. Так как длина большое межосевое расстояние, второго отверстия не видно. Сейчас я уменьшу. Размер 1,94. Можно еще меньше поставить. 0,94. А количество отверстий можно увеличить. 3. Угу. Только они прям прижаты друг к другу. Вот так. 1,94 дюйма. Можно попробовать даже поставить 2. 2 дюйма. Ну, вроде бы неплохо. Почти нормально. Так. Горизонтальная ось эскиза. Мы выберем сейчас вертикальную ось. Вертикальная ось. Значит, отверстия должны располагаться по вертикали. Но они почему-то исчезли. Надо уменьшить. Ага, я вот поставил количество 5. Сделаем 3. И уменьшим
расстояние между ними. Все равно много. Сделаем 0,75. Если сделать 2, расстояние между ними просто отверстие добавляется с этой стороны. Можно использовать, развернуть направление. Вот так. Все, теперь совсем другое дело. Опять уменьшу расстояние между отверстиями, поиграем с ними. Так. Сделаю 3 отверстия. Пусть расстояние между ними будет 1 дюйм. Вот так. То есть, если в первом случае у нас отверстия были расположены по горизонтали, теперь они у нас будут расположены по вертикали. Все, жму на ОК. Ну, разумеется, если вы будете делать что-то конкретно, там, проектировать какое-то оборудование, то вы должны пользоваться четко вашими размерами, чтобы правильно выполнить любую из ваших деталей. Ну, я думаю, что создание этих двух фигур позволило вам понять общий принцип работы с инструментом линейный массив, и вы можете смело его применять. Я благодарю вас всех за просмотр видео, желаю удачи. Увидимся в последующих видео. До свидания.